Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, начиная с 20-х годов, когда началось все это, если помните, я как раз переехала в этот дом, и я сказала, этот кризис вместе с вами переживем, не переживайте. Я помогу, научу вас, как незначительными предметами пользоваться. Это называется аскетичная магия. Она не менее сильна, поскольку люди не могли выходить из домов, не имели возможности что-либо заказывать. Поэтому им нужна была помощь. И в то время, когда многие лишились своих работ, своих фирм, зрители нашего канала покупали дома, продавали дома в это непростое время, находили возможность невидимым образом проскочить, проехать там, где нельзя было. Одним словом, магия помогла многим пережить кризис. Потом началась война в Арцахе. Сколько нервов и жизненной силы я потратила, знаю только я. Мое здоровье ухудшилось как раз в этот момент. Усилились нервные тики, вот это фырканье, которое постоянно мне суют в глаза, не понимая, из-за какого напряжения это все началось. Я практически не спала день и ночь. Я поняла, что нужно дать людям как можно больше оберегов, как можно больше возможностей избежать смерти. И очень многие, начитывая на своих сыновей, спасли их, вернулись живыми. Многие из просто целых батальонов живые вернулись. Единицы имеется в виду. Именно как раз те, для кого читали. И в то время как многие с крестами, с иконами возле фотографии поминают сейчас ушедших, погибших сыновей. Те, кто просил древних богов, они спаслись. Теперь, потом началась другая война. Я перестала спать еще больше, потому что я понимала, что каждый день моего отдыха может стоить жизни кому-то, потому что я не успела что-то дать, что-то сказать, чем-то помочь, спасти от плена или не попасть в плен, заговорить. Потому что во все времена, во время войн, люди пользовались заговорами, возвращались живыми, и все знают силу этих заговоров. Верят в эту силу, пользуются, и эти заговоры их спасают. Хочу вам подарить еще одну защиту. Защит много не бывает. Это для людей, которые на войне, и для людей, которые работают в определенных структурах, где постоянно оружие, перестрелки, нападения и прочее, прочее. Там тоже гибнут люди. Если вы работаете в этих структурах, и вы опасаетесь за свою жизнь, с некоторых пор даже работникам скорой помощи рекомендую это читать. Представляете, куда мы дошли? Что вызывают неотложку, а потом кидаются на этих врачей, и многие из этих врачей гибнут из-за того, что приехали на вызов спасти человека, а тут пьяный родственник, пьяный муж, старый подонок, уголовник, который открыл дверь. Жена вызвала, у него сердцем стало плохо. И вот он услышал, что скорая. Разозлился, встал с места, подошел к двери, открыл молодой фельдшер, и он сходу прям ударил его в сердце. И все. Понимаете, ради того, чтобы спасти жизнь этого отхода общества, погиб хороший парень, который мог быть врачом, который оставил семью с маленьким ребенком. И поэтому это тоже как на войне.
Есть несколько вариантов проведения этой работы. Вы можете дать человеку с собой, переписать, чтобы он читал. Каждый раз утром вставая, читает и поворачивается вокруг своей оси, неважно, налево, направо. Вот он читает и делает круг. Вот он прочитал одну часть, повернулся в эту сторону, прочитал другую часть. Не во время, в процессе, скажем так, движения, чтобы не было неудобно. Нет, он прочитал одну часть, повернулся, вот в 4 стороны света. Он делает такой визуальный круг. И достаточно, если он на войне. Если вы для него будете читать, вы можете читать для другого человека только в том случае, когда, если он там находится, если у него нет возможности самому читать, как положено, да, или вот таким образом. Или вы его защищаете, то есть без его ведома даже. Читать можно только близкому человеку. А если другу, то только близкому другу. Не тому другу, которого вы знаете там 2 дня. Близкому человеку. Если вы для другого человека читаете, значит, нужно делать следующее. Распечатать его фотографию в хорошем качестве. Посреди алтаря вот так поставить. Вокруг него зажечь 13 свечей. И читать 4 раза, как все 4 стороны света, 4 раза эту защиту. Время от времени можно, значит, усиливать. Вот прочитали 4 раза, оставляйте свечи, свечи должны догореть, и потом просто эти свечи выносите, оставляете под деревом и кидаете туда 4 монеты со словами «откупаюсь» и уходите. В течение 2 дней вы должны эти свечи вынести, огарки свечей. Подождите, пока догорит хотя бы чуть меньше, чем половина догорит, уже можно потушить, не дуть. Это второй вариант, если вы для человека хотите делать. Раз в неделю проведите для того, чтобы он постоянно был под защитой. Другие защиты надо читать днем, утром, днем, вечером. Вот защитные заговоры, которые есть, как можно больше читайте, чтобы духи видели, что вы хотите его видеть живым, здоровым. Здоровым не менее важно, потому что такие бывают увечья, что просто ужасает, но страшно это смотреть. И самое страшное, что эта вся эйфория пройдет, этим людям придется в одиночку бороться, как всегда это было. Увы. Останутся рядом верные люди, не останутся, тоже большой вопрос. В любом случае уже человеку бороться с этим, понимаете, как бы мы ни поддержали словами, но когда у человека нет рук, ног, глаз и так далее, это никакие слова и благодарности, никак. Вот поэтому и говорят, что мы в долгу перед этими людьми, именно по этой причине, потому что им потом самим бороться с этим всем, не нам. Мы можем только помочь. Если помочь материально, морально. Но жить им с этим всем. Итак, второй вариант. Вот такой. Фотографию просто спрячьте, уберите эти свечи, огарки, выносите, оставляйте под деревом с откопом 4 монеты. И третий вариант, если вы делаете для себя. Стелите на пол черную ткань, вокруг 13 свечей, не церковные, потому что церковные свечи имеют свою определенную энергию. Для ритуалов магии церковные свечи вообще не годятся. Но когда некуда деваться, вот нужно, вот негде больше купить в селе где-нибудь, можно, да, уже в виде исключения там взять одну свечу для какой-то работы. Но вот подобные работы не годятся церковные свечи. Никто их там не благословляет, не начитывает, ничего там не делается, но сама атмосфера церкви – это другая энергия, это другой эгрегор. А это более древний эгрегор. Понимаете, в чем дело? Поэтому, заказать можете их. Полно этих сайтов, которые везут за копейки просто эти свечи. Никаких проблем не вижу. Вокруг зажигайте 13 свечей. Извиняюсь, забыла. В первом случае 13 свечей, и 14-я свеча должна стоять возле его, фотографии. Это его
ну, лампада, о которой вы начитываете, лампада воина. Потом все они догорят, и, собственно, сделайте то, что было сказано. Если вы для себя читаете, лично для себя, 13 свечей вокруг, на пол стелите черную ткань. Эту ткань потом можно еще использовать, это не принципиально. Становитесь посередине, берете одну свечу в руки, то есть 13 вокруг, и 14 свеча у вас на руках. И начитываете для себя, поворачиваясь на 4 стороны света, 4 раза читайте, по одному разу. Начитали, повернулись, еще раз начитали, 4 раза. Значит, первое. Если человек на войне, нет у него особых возможностей читать, и там свечи зажигать и так далее, понятное дело, значит, он становится и читает, поворачиваясь вокруг себя. 1 раз, не надо ему 4 раза, у него и времени там нет. Но читая, он поворачивается вокруг своей оси. Все, раз в день может читать, уже очень сильная защита. Если вы делаете для этого человека, проводите, учтите, вы имеете право проводить только если он находится на войне сам и не может это делать. Как только он вернется домой, больше вы вот эту защиту не имеете права вообще трогать. И тем более, что это защита на войне. Поэтому и называется лампада воина. Значит, ставите его фотографию вокруг. 13 свечей зажигаете по кругу вокруг фотографии. Рядом с его фотографией 14 свеча. Читаете 4 раза. Ждете, пока догорит до хотя бы, ну, там больше половины догорит. Тушите эти свечи. На следующий день выносите. Читать нужно в темное время суток. А ему можно читать любое время, там, потому что он находится в таких экстремальных условиях. Ему в любой момент можно читать. Выносите под дерево эти 13 свечей. 14 вместе с той свечой. Оставляйте и 4 монеты. Говорите, откупаюсь. Если читаете для себя, стелите черную ткань, становитесь посредине, вокруг себя 13 свечей зажигаете, держите одну свечу, 14-ю свечу у себя в руке, и начитываете, поворачиваясь на все 4 стороны света, без разницы, против часовой, по часовой, это не имеет значения, в темное время суток. По одному разу читайте. Читайте в общем и целом 4 раза также. Ждете, пока эти свечи чуть-чуть уменьшатся, не выходите из круга. Тушите, прям вот стоя посреди этого круга. Потушите эти свечи. Огарки соберите. Темное время суток читайте, поэтому можете вынести, на следующий день выносите, оставляйте под деревом, кидаете 4 монеты и говорите, откупаюсь, и уходите. Вот, например, слова следующие. Я начитаю только в качестве как бы от своего лица, да, для себя, если человек читает. А если вы читаете для кого-то, слово «себя», значит, меняете, ну, например, сейчас скажу, ну, смотря для кого вы читаете. Для сына, для мужа, для друга близкого, для дочери, матери. У нас много людей там служат. Разные профессии там требуются. Вот, зажигаю лампаду воина. Огонь, видимый и невидимый, врагов ослепляй, а ему, там, Ивану, там, моему мужу Ивану или моему сыну Ивану дорогу открывай. Веди по спасительному пути, живым и целым до дому приведи. Запираю я вокруг своего сына Ивана. Понимаете, не вокруг себя, а вот его имя. Защитный круг. Замыкаю словесами могучими, да духами древними. Просто говорю для примера, чтобы вы понимали. Не буду читать 2 варианта, чтобы не путались. Закрываю стеной защитной от худого ратного, от злого сотного, от друга предателя, от ворога супостата. Ставлю по 4 сторонам света 4 стражников или стражников, там по-разному. Будут они пули свинцовые ловить, да ружья и топоры отнимать из рук ворогов. Будут ворогов бить и гнать. Одежда его, сына моего Ивана, одежда моего сына Ивана или моего мужа, или моей дочери такой-то, панцирь, облачается мой сын ризой неопалимой,
ремнем воинской силы, щитом богов себя спасает. Или его спасают. Нет, себя спасает, правильно. Хороминой непобедимой себя укрывает. Это не я укрываю, а он. И живым домой возвращается. Или живым домой вернется. То есть вы поняли. Я думаю, что люди разумные. Там, где себя, я, для меня, вы говорите имя. И указываете, кто он вам, этот человек. Друг мой, там, муж, брат, отец, сын и так далее. Имя. Кто он вам и имя этого человека. Вместо слова «мне». А каким образом проводить для каждого или для близкого человека, или для себя, я уже вам подробно объяснила. Я думаю, что больше объяснять нет смысла. Вот вам еще одна защита. И для людей, которые работают в структурах. Но они уже сами могут для себя проводить, потому что они же не на войне. Там тоже, можно сказать, примерно вот такая вот ситуация. Но они могут для себя проводить, вы не можете тогда проводить для них. Только для человека, который сам не может это провести, поскольку он воюет. Желаю всем удачи и живым-здоровым вернуться домой. Зажигаю лампаду воина. Огонь видимый и невидимый. Врагов ослепляй, а мне дорогу открывай. Веди по спасительному пути, и живым и целым до дому приведи. Запираю я вокруг себя защитный круг, замыкаю словесами могучими да духами древними. Закрываю стеной защитной от худого ратного, от злого сотного, от друга предателя, от ворога супостата. Ставлю по 4 сторонам света стражников. Будут они пули свинцовые ловить, да ружья и топоры отнимать из рук ворогов. Будут ворогов бить и гнать. Одежда моя панцирь. Облачусь ризой неопалимой, ремнем воинской силы, щитом богов себя спасу. Хороминой непобедимой себя укрою и живым домой вернусь. Закрываю свой тайный круг. Круг защитный на 40 замков. Запираю на 40 ключей. Ключи кидаю в океан море. Подбил горюч камень, алатырь. Как никому тех ключей не достать, так и мне на войне не навредить. От полона и пули спастись, да живым обратно вернуться. Истина заклята. Зажигаю лампаду воина. Огонь видимый и невидимый. Врагов ослепляй, а мне дорогу открывай. Веди по спасительному пути, и живым и целым до дому приведи. Запираю я вокруг себя защитный круг, замыкаю словесами могучими да духами древними. Закрываю стеной защитной от худого ратного, от злого сотного, от друга предателя, от ворога супостата. Ставлю по 4 сторонам света стражников. Будут они пули свинцовые ловить, да ружья и топоры отнимать из рук ворогов. Будут ворогов бить и гнать. Одежда моя панцирь. Облачусь ризой неопалимой, ремнем воинской силы, щитом богов себя спасу. Хороминой непобедимой себя укрою и живым домой вернусь. Закрываю свой тайный круг. Круг защитный на 40 замков. Запираю на 40 ключей. Ключи кидаю в океан море. Подбил горюч камень, алатырь. Как никому тех ключей не достать, так и мне
на войне не навредить. От полона и пули спастись, да живым обратно вернуться. Истина заклята. Зажигаю лампаду воина. Огонь видимый и невидимый. Врагов ослепляй, а мне дорогу открывай. Веди по спасительному пути, и живым и целым до дому приведи. Запираю я вокруг себя защитный круг, замыкаю словесами могучими, да духами древними. Закрываю стеной защитной от худого ратного, от злого сотного, от друга предателя, от ворога супостата. Ставлю по 4 сторонам света стражников. Будут они пули свинцовые ловить, да ружья и топоры отнимать из рук ворогов. Будут ворогов бить и гнать. Одежда моя панцирь. Облачусь ризой неопалимой, ремнем воинской силы. Щитом богов себя спасу. Хороминой непобедимой себя укрою и живым домой вернусь. Закрываю свой тайный круг. Круг защитный на 40 замков. Запираю на 40 ключей. Ключи кидаю в океан море. Подбил горюч камень, алатырь. Как никому тех ключей не достать, так и мне на войне не навредить. От полона и пули спастись, да живым обратно вернуться. Истина заклята. Зажигаю лампаду воина. Огонь видимый и невидимый. Врагов ослепляй, а мне дорогу открывай. Веди по спасительному пути, и живым и целым до дому приведи. Запираю я вокруг себя защитный круг, замыкаю словесами могучими, да духами древними. Закрываю стеной защитной от худого ратного, от злого сотного, от друга предателя, от ворога супостата. Ставлю по 4 сторонам света стражников. Будут они пули свинцовые ловить, да ружья и топоры отнимать из рук ворогов. Будут ворогов бить и гнать. Одежда моя панцирь. Облачусь ризой неопалимой, ремнем воинской силы. Щитом богов себя спасу. Хороминой непобедимой себя укрою и живым домой вернусь. Закрываю свой тайный круг. Круг защитный на 40 замков. Запираю на 40 ключей. Ключи кидаю в океан море. Подбил горюч камень, алатырь. Как никому тех ключей не достать, так и мне на войне не навредить. От полона и пули спастись, да живым обратно вернуться. Истина заклята.